Это мой кот. Его зовут Персик. И у него айпадозависимость. Здесь не очень хорошо видно, но однажды, когда я был в командировке, жена без меня залезла на iPad и купила за $1.99 приложение для котов, где кот охотится на виртуальных мышек. И я прихожу домой, сажусь работать, а он мне подходит и лапкой так: отдай iPad, отдай. Я говорю: ты что, Персик, обнаглел? И забираю у него. Ну, он так мяу, и ушел на диван и сделал там свое грязное дело. Ему, конечно, скучно, потому что дома он обычно один. Но по пятницам у нас есть домашний пылесос Roomba робот. Он, когда мы уходим, выезжает и убирается в квартире. И вот единственный его друг у Персика, помимо нас, это пылесос Roomba. И вот они вдвоем проводят время. Вот если бы мне кто-то 4 года назад сказал, что мой кот будет конкурировать со мной в виртуальном пространстве, а его лучшим другом будет пылесос, я бы покрутил про такого человека пальцем у виска и сказал бы: ну, совсем неадекватный. Но если подумать, то в жизни в этой чаще всего я как раз таким неадекватным человеком оказываюсь. Потому что, как-то так получается, что у меня иногда получается угадывать это будущее. И проекты, которые я про будущее делаю, они как-то сбываются почему-то. Рано или поздно, иногда больше или меньше, но практически всегда получается. Вот это в нашей группе, в которой работал Метавер до того, как пошел работать в агентство стратегических инициатив, мы однажды поняли, что нам необходимо понять, что будет происходить с российским и мировым образованием в ближайшие 20 лет. И сделали вот это вот нехорошее слово, о котором вам уже говорили предыдущие спикеры, которое называется форсайт. Форсайт, если его в исполнении, например, Княгинина, это такие большие миллионы долларов, там сотни экспертов. У Аслона это еще дороже. А у нас денег не было, поэтому мы сделали форсайт по методу GNP. GNP это мы потом так назвали, конечно, расшифровывается это как гуано и палки. А сейчас появилось модное слово краудсорсинг к этому. Да? Сделали, нарисовали там какие-то модельки сами из головы, да? И потом подумали, что правильнее всего делать это картами. Сделали карты, и ими сыграли в будущие технологии, в будущие события, в будущие законы. Разместили дальше победителей на стене, и вот так вот это вот очень большой сложный форсайт, который у нас там был и который сегодня используется при планировании деятельности университетов, при разработке региональных стратегий, который очень часто переворачивает людям головы. Последнее, что было, это изменение архитектурной концепции в Новосибирском академгородке по результатам проведения такого форсайта. Но вот это вот мы взяли и сделали. И когда ты эту вещь делаешь, то на самом деле самое интересное происходит в том будущем, о котором ты никогда в жизни до этого не думал. Вот мы здесь говорили об этике, говорили о психологии, говорили о типах человеческого мышления. Что происходит, какие новые форматы появляются, когда все это начинает скрещиваться в одном человеке. И если вы правильно работаете с этой технологией, у вас возникают удивительные вещи, которые, как правило, вначале вызывают либо непонимание, либо неприятие. Вот два самых правильных индикатора о том, что вы все делаете правильно. Это если ваша аудитория либо это не понимает, либо не принимает. Значит, все хорошо. Например, одна из таких вещей, которая у нас там внутри форсайта есть, называется HTTP 2.0. HTTP только у нас расшифровывается не как протокол обмена данными, да, а как Human Thought Transfer Protocol.
собственно говоря, мы подумали, и вдруг осознали, что развитие беспроводных технологий мобильных связей, о которых вам говорили, способ подать информацию напрямую на глазное яблоко и методы, которые сегодня появились в когнитивной психологии и в нейронауке, позволяют достоверно сегодня снимать простые мысли с коры головного мозга дистанционно. Но если вы их можете снять, если вы их можете оцифровать, это означает, что вы совершенно спокойно можете отдать их через беспроводные сети в public domain, в публичное достояние. И это означает, что если вы эти мысли стандартизируете, то совершенно спокойно появляется такая вещь, как беспроводной протокол обмена мыслями. Ну, например, и для этого есть готовые интерфейсы. Например, Twitter, в нем 144 символа всего, а у большинства из нас мысли как раз в 144 символа вполне себе укладываются. Вот эти вот вещи иногда, они вызывают такое непонимание, неприятие, но мы их, как правило, тестируем. Тестируем мы их очень простым образом. Мы вот вглубь этой мудрой экспертной работы берем и приводим молодых ребят, которые делают стартапы. А потом приводим инвесторов. И если внутри форсайта появился прогноз, на основе которого ребята здесь же делают прототип, а потом по телемосту общаются с инвестором, и инвестор говорит: окей, я это покупаю, то ваш форсайт — это не высокомудрое упражнение эксперта высоколобого, да, а реальная штука, потому что происходит в мире то, во что вкладывают деньги. Если ваш прогноз готовы вкладывать деньги, значит он реальный. Если нет, то это умственное упражнение. У всего этого есть огромное количество этических проблем. Когда вы начинаете чувствовать будущее и в нем живете, то у вас возникает огромное количество ответственности. Я понял это первый раз почти 10 лет назад, когда работал в МГИМО и вел курс «Политика в интернете», и на одном из занятий дал своим студентам задание найти информацию о каком-то там человеке, который нашел где-то там в интернете, из маленького, но гордого государства Республика Тринидад и Тобаго. Его звали Тревор Судама. Он был депутатом парламента. И я попросил найти актуальную информацию об этом человеке. Ее не было в тот момент в интернете. И мои студенты полезли на форумы. А один мой студент из Мексики написал запрос в парламент Тринидада и Тобаго. Дальше народ там начал обсуждать уже маленькое государство. А чего вообще русские там с этим Тревором Судамой делают? Мне, наконец, самому стало интересно. Я написал уже от себя официально тоже запрос в парламент. Скажите, а вот там адрес какой у человека? Значит, мне пришел официальный ответ, что мы, конечно, все понимаем, но ввиду того, что, значит, политика уже там подозревает в связях с русской мафией, адреса мы вам ему не дадим. Прости, Тревор, я честно не хотел. Но в тот момент я понял, что границы между образованием и действием, образованием и политикой, образованием и исследованием, образованием и бизнесом на самом деле не существует. Что если вы живете в этом будущем и делаете, например, этот форсайт, то самый главный эффект форсайта – это не значки, это люди. Те люди, которые, погрузившись в него, перенеслись в будущее и прожили несколько лет своей будущей жизни там, впереди, а потом вернулись в настоящее и думают уже совершенно по-другому. И форсайт таким образом и есть самая сильная образовательная технология. Ее главный результат – это выпускники, это люди. И внутри здесь может быть замешано все, что угодно. Еще одна удивительная вещь про наш форсайт – это то, что он на самом деле не документирован. Вот он успешен, но нет ни одного документа, в котором было бы написано, что это такой-то форсайт, у него там есть такие-то, такие-то подписи. Почему? Потому что 4 года назад я очень хорошо понял, что, как обычно со стратегическими документами на стороне происходит, правильно стратегические документы его кладут на полку и про него забывают, после того, как деньги заплатили. Или до, по-разному бывает, там разные опыты есть. Да? И у меня тоже был такой опыт, когда
коллеги из Совета Безопасности попросили написать мне прогноз про то, что будет с информационной безопасностью в стране в ближайшем десятилетии. Я написал, это вот картинка из этого прогноза. Реакции не было никакой, мне заплатили деньги. Потом я узнал, что коллега, который вел этот проект, заплатил мне деньги из своих. Потому что его там обматерили и сказали, что у вас за идиоты в МИДе работают. Действительно, у меня там были странные вещи, вот здесь тоже не очень хорошо видно, но там есть такие вещи в районе 18-20 года, как появление в интернете спонсируемых правительством автономных ботов с субличностями, да, всякими. Я-то думал, что это вот 20-й год. В Совете Безопасности сказали, это вообще невозможно, это бредятина. А дальше, я помню, этой весной я открываю свою френд-ленту и читаю записи оппозиционного политика. Меня с утра массово атаковали федеральные боты. Что делать? И оказывается, что на самом-то деле я-то думаю, что я вот революционен такой, да, и все это правильно, и мы делаем кучу всего, там какие-то персональные карты компетенций, первые баркэмпы. 2 года назад один из первых TEDx'ов провели. И казалось бы, вот оно вот все такое, да? А в реальности все происходит еще быстрее. Но для этого нужны, конечно, правильные средства. Для того, чтобы все это заработало. Вот мы не очень верим в экспертные методики классические. У нас другие немножко есть вещи. Иногда их называют цифровыми наркотиками. Но вот один из таких методов называется у нас генетический промискуитет идей. Мы его, например, очень хорошо применяли при форсайте Академгородка в Академгородке. Это когда вы берете ряд терминов, например, относящихся к городскому пространству. Любой ряд. Начинаете там ночь, улица, фонарь, аптека, дом, венчурный фонд, тротуар. Да? И начинаете их интенсивно и беспорядочно скрещивать друг с другом. И если у вас появляется живой потомок интересный, то вы его оставляете. Если нет, то по-спартански забиваете. И дальше появляются вот такие вот всякие, интерактивные, говорящие, автономные знакофоры или подобная бредятина. Но появляются очень интересные вещи. Когда, например, у нас скрестили парковку и фонарный столб. И из этого родилась технология, которую там прямо нарисовали. Представьте себе, что вам нужно припарковать свой велосипед, вы подъехали к столбу, столб вас увидел, опознал, да, технология Pattern Recognition, да, вы отошли в сторону, он нагнулся, поднял ваш велосипед, повернул его чуть-чуть и припарковал. И появилась такая вот идея вертикальной парковки автомобилей. Тут же ее нарисовали, а дальше у нас знакомые ребята из Philips, которые занимаются там промдизайном, говорят, слушай, это же решение проблемы для Голландии. И сейчас делают концепт для Philips. И оказывается, что все эти технологии работают. И больше всего я это понял за последний год, когда первый раз мы придумывали все эти вещи, делали этот форсайт, и я помню, я нырял на Северном Кипре, охотился, 10 часов провел в море, вынырнул и сел писать манифест Метавера про наше будущее, про то, что здесь происходит. И там у меня был такой абзац, что на самом деле мы живем во время, которое будет называться за N лет до новой эры. Той эры, в которой все человеческие практики, соприкасаясь, связываясь друг с другом, подчиняясь великому богу интернета, то есть великому богу связанности, создадут нечто новое. И то, что делаем мы, проводя TEDx, проводя баркэмпы, создавая коворкинги, мы играем с кубиками, мы создаем прототипы вот этого самого будущего мира. И в конце я написал, что по-хорошему это задача Министерства образования 2.0. Но так как его нет, то пока такие функции будем выполнять мы. И дальше был совершенно сумасшедший год, вот сейчас прошел ровно год, в котором мы
выучили несколько тысяч лучших студентов российских вузов через нескольких программ. Мы помогали Открытому университету Сколково отобрать туда таких же невероятных студентов. Мы работали с топ-менеджментами всех ведущих компаний российских. Мы меняли подходы в автомобильной отрасли, в городском пространстве. И потом так оказалось, что я работаю в агентстве стратегических инициатив и отвечаю за вот тех самых молодых профессионалов, которых мы должны воспитывать. И делаю то самое Министерство образования 2.0. И я пришел в правительство, рассказал о своих подходах, их приняли, поддержали и сказали, ну все хорошо, но только это недостаточно революционно. Нам нужно больше. Ты, говорит, слишком консервативен. Я говорю, я-то консервативен. Но, коллеги, подумайте, вот мы находимся здесь, в этом месте. И участвуем в формате, которого 4 года назад не существовало. Я представляю организацию, которая всего 2 месяца. Работаю на площадке структуры, которой нет 2 лет. И которая погружена в другую структуру Роснано, которому нет 4. Подумайте, 4 года назад ни одной из сущностей, которыми мы сейчас оперируем здесь, не существовало. Всего 4 года назад. Вам не кажется, что сингулярность, та самая, она гораздо ближе, может быть, она уже наступила? И мы все в ней, собственно говоря, сейчас и находимся. Спасибо.